Today's date is April the 18th, 2024. My name is Crispin Brooks. Today I will be interviewing Maria Mirenburg on behalf of the USC Shoah Foundation. This is a hybrid interview, so I am located in Los Angeles, California, USA, while Maria is located in Cleveland Heights, Ohio, also in the United States of America. The language of this interview will be Russian. Okay. Представьте, пожалуйста, Да. как вас зовут? Меня зовут Мария, и моя фамилия Миренбург. И какое у вас отчество? Отчество Шлемовна. Мария Шлемовна, как вас звали при рождении? При рождении я не знаю мое еврейское имя, потому что архивы были сожжены во время войны. И после войны, когда нам нужно было свидетельство о рождении, моя мама со свидетелями пошла в нотариусную контору, и они записали Мария. Так что, да. А у вас когда-нибудь были другие имена? Ну, когда я вышла замуж, я поменяла свою фамилию на мою мужа, который был Розенфельд. А какая у вас девичья фамилия? Девичья фамилия была Клопаух. А когда вы родились? Я родилась 25 апреля 1938 года в селе Дзыговка, Украина. И там мы прожили до конца войны. И потом, поскольку наша деревня была полностью разрушена после войны, мы переехали в Молдавию, город Сороки. А как звали вашего отца? Как звали кого? Вашего отца. Моего отца Шлема. Шлойме, идиш Шлойме. Yeah. Опишите его, пожалуйста. Описать его. Он был высокий, очень такой сильный человек. И, к сожалению, мы не много лет с ним мы не жили, потому что во время войны все мужчины пошли в армию. И он тоже пошел в армию. И всю войну мы прожили без него. А кем он был? Он был рабочим, черный рабочий, просто рабочий, да. А как звали вашу мать? Вашу маму звали Шейндл, и ее девичья фамилия была Миренбург. И когда я стала гражданкой USA, я решила in her honor взять ее фамилию. А как ваши родители встретились? Ну, они жили в одной и той же деревне. И, наверное, тогда, я не знаю, наверное, они... Или была marriage, я не знаю. Но, во всяком случае, да, они прожили много лет вместе, да. А у вас есть брат или сестру? У меня была старшая сестра и младший брат. Старшая сестра умерла в 2020 году, когда ковид был. Она жила в Израиле. А мой младший брат умер совсем молодым в 1982 году. Он был эпилептик.
У него эпилепсия была, и у него не совсем здоровье было, и он очень рано умер. Ему было всего 39 лет. А как звали бабушку и дедушку по маминой? Бабушку, да, бабушку звали Туба, а дедушку звали Эцик. А какая у них фамилия была? Ну, моя мама девичья, значит, была Mirenburg, да, Mirenburg, да. А по-отцовски ли? По-отцовски это дедушку звали Янкель, а бабушку я не знаю. Я не знаю. Я не знаю по-отцовски мать, его маму. Я не знаю бабушку со стороны отца. Со стороны мамы Туба, она жила с нами все время. Да. Они пережили Холокост? Наверное. Моя бабушка Туба умерла когда только освободили нашу деревню, в тот же день она умерла. Да. А дедушка? А дедушка умер раньше. Я его даже не помню. Он умер до того, что я родилась. Да. А вы помните бабушку? Да, бабушку я помню, потому что она прожила с нами всю войну. Да, в гетто, так сказать, под оккупированной немцами территорией. У вас были другие родственники? Да, у меня были двоюродные. Это у моя мама имела 3 брата. И вот от 2 братьев я имела эти двоюродные сестры и братья. Мы были ближе с одной семьей, чем с другой, но они, вот у меня две двоюродные сестры в Дании жили. Старшая уже умерла, а вторая еще жива там, в Дании. У меня двоюродный брат есть, который живет в Израиле, а остальных уже нету. А вы можете их назвать? Как Да, их зовут? значит, в Дании двоюродные сестры. Одну старшую звали Бася, младшую зовут Буся, а двоюродный брат, который в Израиле, его зовут Изя. Это с маминой стороны? Это с маминой стороны. Все эти родственники с маминой стороны. С папиной стороны я никого не знаю. Знаю, что у него было 2 брата и 1 сестра. И, кстати, его сестра, которую звали Кренци, она жила всю свою жизнь в Москве. А брат один, его звали Зуня, и я не знаю, где он жил. Мы с ними особенно не имели контактов. А что вы знаете о своей, истории своей семьи, вашей семьи? Ну, что я знаю? Я знаю, что моя мама была швеей, она шила, что нужно было, платье, эти рубашки. А отец был черный рабочий, но, как я говорю, мы почти с ним не жили много лет. Он находился в концлагере во время войны, он не знал, где, и он особенно о войне много не говорил. Единственное, что он сказал, что он и многие другие, их заставили рыть канавы, чтобы хоронить евреев живыми. Да, да. Это было где? Это было в Дзиго. Он не знал, где он был. Он не знал. Это был концлагерь, но он не знал, где. И он об этом много не говорил вообще.
Вот это единственное он сказал. И да. А как давно ваша семья и предки жили в Цыговке? Они, ну, всю свою до войны все жили там, в этой деревне, все до войны. До войны все жили там, да. Но я имею в виду уже, поколение до этого. Они все родом из Цыговки? Или... Наверное, я точно не думаю, наверное. Возможно, это так. Да, возможно, это так, да. Конечно, вы были очень молодой до оккупации. Да. Но вы можете нам немножко говорить о вашей семье до войны, до оккупации? Где они жили в селе? Они жили в Цыговке. Они жили в Цыговке все годы со дня рождения. Моя мама родилась в 1905 году, отец родился в 1908 году, и они все годы до начала войны и окончания практически войны, до оккупации жили в Цыговке, да. Опишите дом или если вы знаете, опишите дом или квартиру, где вы жили. Ну, у нас был дом, свой дом, и большая, ну, как living-room, большая комната, и были 2 спальни, и кухня была, и была печка, в которой пекли хлеб. Мы сами тогда не было, сами пекли хлеб. И в этой кухне была печь, где бабушка и мама, они пекли хлеб свой. А за домом у нас было, ну, я не знаю, барн, где у нас была лошадь, потому что надо было ехать в районный центр Ямполь за продуктами, что покупать, у нас в деревне не было. Так у нас была лошадь и подвода, и периодически туда ездили, что нужно было для дома. Да. Какие, если вы вспомните, какие игры вы играли в детстве? У меня детства не было. Там не было игр, не было детства. Мы прожили под оккупированной немцами территории, практически в этом, где наша лошадь была, в соломе, мы жили прожили всю войну. И ночью только мама и бабушка зажигали керосиновую лампу, света не было, и они готовили еду. Нас 3 детей было, надо было кормить и самим кушать. Так они ночью зажигали лампу, и они... Там примус был такой, что качать керосин, и на этом готовили, да, еду. На каком языке вы говорили дома? Дома мы говорили на идиш. Бабушкой с мамой мы говорили на идиш. А с друзьями, с соседами? Ну, это мы говорили, ну, когда на русском языке мы уже. И потом, когда мы переехали в Молдавию, мы частично молдавский, смотря с кем мы общались. Да. С какого возраста вы себя помните? Какие самые ранние детские воспоминания? Я помню себя, наверное, когда мне было лет 7, лет 6, когда освободили нашу деревню, вот это я уже помню, что немцы, когда отступали, они, все, что у них по дороге было, уничтожалось. Вот этот возраст, вот этот хоррор, это страшно было смотреть на это все. Я себя помню. А что вы знаете
об обрядах, которых вы соблюдали или не соблюдали? Какие обряды? Обряды мы соблюдали, ну, еврейство почти не практиковали, все синагоги были закрыты. Обряды были, мы, конечно, Пасху, например, Песах, так мы справляли, там Рош ха-Шана, Йом-Кипур, моя мама, мы как дети, мы как сказать, мы ели, а моя мама Йом-Кипур, она, конечно, не ела. Ну и, конечно, были советские праздники, как 1 мая, там 9 мая, Новый год. Вот это вот. А еврейского почти нет. Но мы эти традиции как бы все равно поддерживали дома. Еврейские традиции. И опишите, как и где вы соблюдали вот эти еврейские традиции. Ну, например, Песах. Так, не было, там мацы не было, что продавали, как здесь, идешь и покупаешь мацу. Мама должна была, и ограничивали, потому что где-то в каком-то доме пекли, так ограничивали, 5 килограмм муки принести, и они тебе пекли мацу. Вот. Ну, а так, Рош ха-Шана просто моя мама делала все, что еврейские блюда всякие, это бульон, там жаркое, там пекла пироги какие-то, книши с картошкой. И вот так мы справляли праздники. Как вы, наверное, не помните сами, но, может быть, родители или сестра вам говорили об этом. Как складывались отношения с местным нееврейским населением в селе до оккупации? До оккупации, я думаю, было нормально, потому что моя мама была швеей и шила им косоворотки мужские, юбки, там было нормальное отношение. Но во время войны, когда немцы вошли в нашу деревню, они просили местное население, украинцев, чтобы они указывали на дома, где евреи живут. И они заходили и убивали всех, что там было. И, да. Мой дядя, например, он был на войне, как все мужчины, а его жена кормила грудью ребенка, и 2-летний стоял рядом с ней. Они зашли, расстреляли их, и он пришел с войны раненый, у него одна нога была короче, и не имел семью совершенно. Вот его сын, который, я говорю, двоюродный брат, который живет в Израиле, это была его 2-я жена. Он женился после войны. И вот этот сын там, да. Как в вашей, особенно до оккупации, как в вашей семье относились к советской власти? Я, честно говоря, я не знаю, чтобы были какие-то злобные отношения. Честно говоря, было нормально. Что они на самом деле думали, никто не знает. Но были нормальные отношения, да. Наш дом был напротив церкви, как раз наш дом. И всегда там играли дети, мы играли. Я, правда, не имела времени даже играть, потому что началась война, мне было всего 3 года. Так что никакого, да. Но когда кончилась война... А были среди членов вашей семьи репрессированы? Что они были? В семье были репрессированы. В сталинских временах.
Я честно говоря, я не поняла второе слово, что... Но были в вашей семье были те, которые были репрессированы? А как по-английски? Я это по-русски не знаю это слово. Репрессии. Окей. Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Как вы узнали, что началась война? Значит, когда, видимо, объявляли как-то население, ставили в известность население, но мы когда хотели выехать это, у нас была лошадь и подвода, и мы очень многие имели это transportation, это весь транспорт, что был. И мы не успели, нас встретили и сказали, возвращайтесь, потому что немцы уже входят в деревню. И мы вернулись обратно в дом, где мы прожили все 4-5 лет под этой оккупированной немцами территорией, да. И в нашем селе ихние allies были румыны. Вот румыны были, да. Бомбили ли немцы село? Бомбили, все уничтожали. Они, когда вошли, абсолютно все на пути они уничтожали. И когда уходили, то же самое. Все, что было по пути, они все, дома, скот, что попадалось по пути, они уничтожали. Деревню практически разрушили полностью. Полностью наша деревня была разрушена, поэтому мы выехали сразу после войны, в 1945 году, мы выехали в Молдавию, город Сороки. А вы помните или вам рассказывали, как советские солдаты покинули село или нет? Как они отступали? Они отступали, как только русские вошли, вот они стали отступать. Русские, когда... Не, я имею в виду в начале войны, как войска отступали. В начале войны, я не знаю, в самом начале войны, они вот, это все, что я знаю, мы вернулись, я же была совсем ребенком, мы вернулись, это все, что я знаю. Вот когда они отступали, я уже видела все своими глазами, что они натворили. Расскажите, пожалуйста, как вы впервые увидели немцев или румын? Румынов мы видели всю войну, потому что они там... И, кстати, они были недалеко от нашего дома, где они жили. Они оккупировали людей, дом, которые выехали, и они недалеко от нас. А немцев я видела, когда они отступали. Вот тогда я видела немцев, да. Что мы могли уже выйти из этого сарая, и они отступали, мы могли выйти и хоть видеть это, да, это несчастье, что они натворили, да. Вы слышали о том, что о приказе евреев зарегистрироваться? Евреев где Это было, что надо было регистрироваться как еврей. У нас, когда ты рождаешься, когда дают тебе свидетельство о рождении, где написано мать, отец, и это вот, и национальность еврей. Так что не надо нигде регистрироваться, они сразу тебе штампуют, что ты еврей. Но при румынах это не надо было делать. У нас, я же говорю, эти свидетельства о рождении, они пропали, то есть архив весь сожжен был, мы не имели. Но при рождении
Сразу есть национальность, есть такая строка в свидетельстве о рождении, строка в паспорте, строка в этом бракосочетании, свидетельство о бракосочетании. Во всех этих документах есть строка национальность. Еврей, грузин, русский, украинец, whatever. Да. You can't escape it. Вам надо было носить шестиконечную звезду? Что носить? Ну, звезду шестиконечную. Это было запрещено, и боялись этого даже. Я Нет, я имею в виду во время оккупации. Во время оккупации нет. Поскольку мы были, вообще о нас не знали, так мы же прятались, так что у нас ничего такого не было, нет. Это кто был в концлагерях, им прямо на теле, да. А у нас этого не было, потому что мы были изолированы абсолютно. Опишите, что с вами случилось во время оккупации. Мы во время оккупации, я же говорю, мы находились в этом сарае, в соломе. У нас был такой этик, не как в Америке а было там, где мы хранили муку, там продукты хранили, лук, что запасались на зиму, потому что все нужно было самим это все делать. Так вот мы там туда, и была лестница, по которой поднимались, но когда немцы вошли, эту лестницу мама или бабушка забрали, чтобы не могли туда ходить, проверять, что там. Они вошли в наш дом, и они никого не застали в дом, они обошли все комнаты. И что они сделали? Они только выстрелили в потолок и ушли. И больше к нам не возвращались. И моя мама никогда не заделала эту дырку, которую они выстрелили. Так она оставалась все годы, пока мы выехали с этой, так и продали дом с этой дыркой, где они выстрелили в потолок. Да. Опишите гетто, пожалуйста. Это было гетто практически. Это практически было гетто. Мы не могли выйти на улицу, мы не могли вообще, какая там жизнь в соломе, все эти 4 года. Наша деревня была освобождена в мае 1944 года. Вот только тогда, я помню, мама поставила лестницу, чтобы мы могли, дети, спуститься, и через окно смотрели, как немцы отступали и уничтожали все, что было на их пути. А какие условия были в гетто? Какие условия? Жизни не было. Совершенно никакой жизни. Абсолютно ничего. Вот так вот спасались, сколько могли, дома сидели в этой соломе, и это вся наша, вот это была наша жизнь во время оккупации. Вы остались в своем доме в гетто? Да, мы были в своем доме, да. И были еще люди или семьи, которые надо было вместить там тоже? Так как я знаю, что люди, которые успели выехать, а мы не успели, потому что 3 детей, это подвода, пока посадили, там бабушка и мама, 2 женщины, и мы не успели выехать. А остальные, очень многие успели выехать.
эвакуировались, да, а мы не успели. Я не знаю, может, еще были такие, которые не успели, я не знаю. Мы просто чудом остались живы. Наша семья действительно чудом осталась жива. Что вы помните из соседов, из знакомых в гетто? Что я помню? Чего? Знакомых? Кого, в смысле? Кого? из знакомых Кого? были? Я не помню людей, я не помню. Я не помню, потому что мы выехали из деревни, я уже больше никого, да, я не помню. Кто были охранниками гетто? А румыны? У нас были румыны, да. У нас были румыны. Они очень хорошо охраняли все, чтобы, да. И они также себя вели, как и немцы. Очень. Только это было счастье, что они не знали, что мы евреи. Это было счастье. Ну и кроме того, мы никуда не ходили. Мы не могли выйти никуда. Там было вокруг колючая проволока? Вокруг что? Колючая проволока. Колючая проволока. Но не было. Может быть, где-то в начале было, но вокруг нашего дома и территории не было. Нет, не было. Не было. Были какие-то контакты с местным населением во время гетто? Местное население, я же говорю, очень многие ходили, указывали на дома, где живут евреи, что и их убивали. Вот некоторые это делали, да. Немцы их просили или заставляли, может быть, иначе мы вас убьем, если вы не... Наверное, так были условия. И они ходили, указывали на дома, где жили евреи, и немцы заходили и убивали всех, кто там был, если кто-то там был. К нам они зашли, никого в доме не было, мы были на чердаке, там, в этой соломе. Таким путем мы выжили. Были ли, что вы знаете о как местные полицаи из местного населения? Я не знаю. Я не думаю, что были полицейские какие-то. Было более-менее до войны были нормальные отношения. Так я считаю, что были нормальные отношения. Не было, чтобы там, знаете, полицейские, потому что ты еврей. Не было. Я не думаю, у нас были полицейские вообще в этой деревне. Да. А можно было выйти из гетто? Мы боялись. Может быть, если мы боялись выходить. Мы не выходили, мы просто боялись. Были какие-то контакты с местным населением вне гетто? Я не помню, чтобы были какие-то, не помню. Не знаю. Ничего я такого не помню. Нет. Как вы питались? Что? Как вы питались? Питались, но я же говорю, что мы имели продукты, которые хранили. И у нас были свои куры, и были яйца. Вот. И хлеб пекли, готовили, что могли. Там овощи, фрукты, что там могли, имели. С этого они готовили ночью при керосиновой лампе. И да, вот так мы питались, да.
Были ли болезни или эпидемии в гетто? Я не помню. Я не помню, чтобы такое было. Нет. Но поскольку мы были изолированы, я даже не знаю. Мы были полностью изолированы. Мы все 4 года в этом чердаке прожили. Дети. Да, да. Вы можете описать или вспомнить, ну, как обычный день в то время? Обычный день во время войны. Обычный день. Мы там сидели, и моя бабушка с нами была, а мама выходила, одевала белую косыночку, как все украинские женщины. Она очень темнокожая была, ее не отличить было ни от чего. Там пойти, даже набрать воды, у нас недалеко там было это такое из-под земли вода шла, чтобы набрать ведро воды, и вот так она приносила воду. А мы там сидели и только ждали, когда нас покормят, и были, простите, горшочки там, что мы ходили в туалет на горшке, и потом бабушка выносила или мама выносила это, потому что уборная была дворовая, у нас не было этих туалетов внутри дома, а на улице, да, вот так вот, такие дни были, никакой жизни не было, детства не было. Вы помните сестру или брата в то время? Конечно, конечно, конечно. У меня сестра умерла в 20-м году, а брат в 82-м году. Да. Но в то время в гетто вы помните, как это было для вас, как дети? Да, ну, конечно, я их помню, ну, конечно. Мы же все втрое в одном месте были. Да, да. Моя сестра была на 3 года старше меня, а брат был на 1 год младше меня. Он был еще совсем крошечка, да. Мне было 3 года, а ему было 2 года, когда началась война. Были принудительные работы в гетто? Моя мама, по-моему, ходила мыть полы вот у этих румынов. По-моему, она ходила, им чистила обувь, мыла полы. И вот это она иногда это делала, да, да. И как насчет буковинских или бессарабских евреев в гетто? Мой покойный муж, он родился в Бессарабии, ну тогда была Румыния, город Резина. И там этот поезд, который собрал всех евреев, чтобы эвакуировать, взорвали, и абсолютно все погибли. Каким-то чудом мой муж был, выбросили из этого вагона, и ему было всего 10-11 лет, и таким путем он остался живым, и он был сирота, никого не имел, у него была одна сестра, и она в 50-х годах они стали его разыскивать. И они его разыскали, он где-то был в Сибири или где он оказался. Он вырос уже сиротой самим, как он там. Да, и во время войны он где-то был, что он даже водил трактор какой-то или я не знаю что, да. Они его нашли уже в 50-х годах, его сестра стала разыскивать, и он вернулся в Кишинев, и вот тогда мы поженились, и он, да, и собралась семья вся вместе, его сестра, и моя сестра, и брат, да, и моя мама, да.
в Цыговском гетто убивали евреев? Конечно. Еще как убивали. Убивали. Ну, расскажите, что вы видели или помните, или знаете. Нет, это то, что я знаю моего дядю семью. Вот зашли и убили их сразу, потому что ходили, указывали на дома, где евреи, и они заходили и убивали, просто выстреливали вот так, как животных. Ни с чем не считались. И он пришел раненый с войны, и у него ни семьи, ни дома, ничего не было. Он вернулся к нам, и он потом женился, и вот его сын живет в Израиле сейчас. И это было в начале войны? Это было в начале войны. Да, это было в начале. А кто убивал? Немцы. 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 А что вы знаете о евреях в окружающих селах? Окружающих? Евреев? Да, евреев в окружающих селах. Вокруг? Цыгов. Я не знаю много, не могу вам сказать, не знаю. Я знаю, что моя маминого брата семья, они жили в другом селе, недалеко от Зыговки, но они остались живы. Как они остались живы, я не знаю. Не знаю, как они, но они, да. А вокруг, наверное, было то же самое, что в Зыговке, но иначе не могло быть тогда. А вот этот дядя, он жил в каком селе? У дяди, которую семья была, они жили недалеко от нас, в Зыговке. Вы помните название села? Они жили в Зыговке. А, в Зыговке. Да, они жили в Зыговке, да. А что вы помните, как вас освободили? Вы говорили раньше об отступлении немцев. Да, отступление, да. Ну, это я помню только, что когда русские вошли, немцы стали отступать. И они все по дороге уничтожали, и они вышли. И таким путем мы спустились с этого чердака вниз и видели вот это несчастье, что было натворили они во время войны. Да. И практически все село было разрушено. Эта деревня была вся разрушена. И поэтому мы выехали в 1945 году, буквально через год мы уехали в Молдавию, потому что там ничего не оставалось. Вы помните, как вы встретили советских солдатов, когда они вошли? Я лично видела солдата одного солдата советского я видела лично. Видимо, они в начале деревни были, наш дом где-то был в середине, так что мы видели, только немцы отступали на все это. А солдата русского я видела одного. Я видела одного русского солдата. Я лично видела, да. А как вы все реагировали? И мы, конечно, такие счастливые были. И прыгали, и танцевали, и вышли на улицу. И я помню, что я хотела подобрать какое-то зеркало или что-то, что там валялось. И моя мама мне не разрешила это взять. Она говорит, не трогай, может, это бомба, может, это взрывчатка. Да. Это я хорошо помню. И опишите, пожалуйста, что вы помните об обстоятельствах в Цыговке сразу после освобождения. Ну, как только освободили, кто эвакуировался, они вернулись. У многих
может быть, дома были, а многие не имели куда возвращаться совершенно, потому что все дома были уничтожены. И я думаю, я не знаю точно, я думаю, что очень многие выехали после войны, потому что там практически ничего не было. Вся деревня была уничтожена полностью. И у нас районный центр был 5 километров Дзыговка от Ямполя. Ямполь районный центр был. И очень многие выехали туда, в Ямполь. Очень многие, да. А мы уехали в Молдавию. А почему в Молдавии? Я не знаю, потому что работы не было у отца в этой деревне, естественно. Ямполь, я не знаю там почему. Он устроился пекарем, печь хлеб в хлебопекарне там. И вот туда мы и поехали. А когда отец вернулся с войны? Он вернулся в 45-м году. В 45-м он вернулся, да. Нашу деревню освободили в мае 44-го, но он вернулся с войны в 45-м году, да. А вы помните, как вы все его встретили? Ну, конечно, мы все были счастливы. Моя бабушка умерла в тот же день, когда он вернулся, в тот же день, до его приезда она умерла. И она не могла видеть своего зятя, она хотела дожить, и она не дожила. Но, к сожалению, поскольку он прошел такое ужасное время, у него были проблемы в смысле психологии. Он стал алкоголиком практически. Таким путем он, знаете, покрывал то, что он прошел во время войны. Алкоголь. Так что мы его очень мало, как отец, он практически не был нам отцом, потому что из-за этой проблемы. Так он делал с этими последствия того, что он прошел. Это алкоголь было его. Испытывали ли вы какие-нибудь сложности после войны в связи с тем, что вы находились в оккупации? Да. Ну, у нас были после войны, мы когда переехали в Сороки, был голод. 45-й, 46-й, 47-й год. Был абсолютный голод в Союзе. И Америка посылала продукты, одежду, и это все было через церкви и синагоги раздавали людям. И у нас долгое время не было, выдавали такие карточки на семью, как на нашу семью, 150 грамм хлеба в день. Так вот, на нашу семью 600 грамм хлеба в день выдавали на нас 4, 3 детей и мама. Да, и это было ужасное время, ужасное время. Мы еще долго после войны страдали, и материально, и физически, и морально, и во всех смыслах, да. Когда вы впервые пошли в школу? В школу я пошла уже позже, потому что, да, я пошла
в 46-м году я пошла в школу, да, первый класс. Я пошла позже, потому что все это, да. Когда вы закончили школу? Когда я закончила школу, ну, а я училась только 7 классов, потому что мы не могли идти до 10 класса, а мама сказала покойной: пойдите, кончайте техникум, а когда вы выучитесь, будете работать, захотите, пойдете в институт. Я вам не могу дать больше. Так что моя сестра закончила медицинский техникум, как это акушерка, а я закончила кооперативный на бухгалтера. И когда мы пошли работать, и тогда мы уже стали немножко сами себя обеспечивать и дальше учиться. Так я училась, я кончала институт заочно. Ну, как здесь на лайн сейчас, тогда это заочно было. Сдавали экзамены, ездили по... Да, да. Опишите, что вы делали потом. Где вы работали? Да, я закончила, так наше учебное заведение не давало дипломы нам, пока мы должны были отработать 3 года в деревнях маленьких, потому что там не было специалистов. И потом, после того, что ты 3 года отработаешь, ты получала свой диплом и могла уже ехать где угодно. И я почти 3 года отработала и вышла замуж. Из этого я выехала в Кишинев, потому что я вышла замуж, да. И как его звали? Его звали Мотя Мотл, Розенфельд Мотя Яковлевич, мой покойный муж был, да. Он родом был откуда? Из Резины. И он был где во время оккупации? Он не был в оккупированный, я же сказала, эшелон, поезд, который были евреи вывозили, взорвали. И все погибли, его родители погибли тоже. И он каким-то чудом его выбросили или выкинули, или как, или он, я не знаю, чудом он его выкинули, он остался жив. Кто-то его вытолкнул, когда, да. А все остальные погибли, включая его родителей. А где он прожил остальные годы войны? Он, знаете, я точно не знаю, но он был где-то в Сибири, он где-то был, он же сирота был. Так что где он остался там, и его сестра с мужем его стали разыскивать уже в 50-х годах. И они его нашли, и он переехал в Кишинев. А кем он был по профессии? По профессии он был токарем. Машинист, токарь, да. А когда у вас появилась своя семья? В 61 году родилась наша дочь. И это единственный ребенок мы имели, потому что в Союзе квартирный вопрос был очень сложный. Иметь 2 детей негде было. Поэтому мы остались с одной дочкой. И слава Богу, вот она здесь, в Америке. Да, да. Как ее зовут? Ее зовут Татьяна. И у меня две внучки, Джейна и Александра. И Александра уже имеет ребенка, так что у меня есть правнук. А Джейна, старшая, только что
помолвилась, и она будет выходить замуж, наверное, когда они решат. Так что, да. Поздравляю. Я счастливая бабушка и прабабушка. А в Сороках в то время вы жили в коммунальной квартире? Нет, у нас был свой дом. Да, у нас был свой дом. Он был небольшой, всего 2 комнаты, но он был свой, да, да. Сталкивались тогда антисемитизмом? Да, да. Это, наверное, было, есть и будет. Мы это хорошо чувствовали всегда. Я же говорю, 5-я графа – еврей, в паспорте все. Медицинские училища евреев не принимали, мединституты, ничего. В другие учебные заведения был определенный процент, очень маленький процент евреев принимали. И ты должен был быть настолько квалифицированным для этого, чтобы попасть в институт. Потому что когда сдавали экзамены, заваливали специально евреев, чтобы они не попали. Да. Это было, оно есть и будет. Поэтому мы выехали в Америку, потому что моей дочери там будущего никакого не было. Она пошла учиться на инженер-механик, но работу неизвестно ли она бы имела. Еще наше поколение, мое, мы еще могли устроиться на работу, это не было проблем тогда. И университеты направляли на работу даже, туда, где нужны были специалисты. А уже поколение моей дочери этого не светило. Это уже ищи, и возьмут тебя или не возьмут, это большой вопрос. Да. Извините. В 50-х годах вы помните дело врачей? Между прочим, да, это было ужасное положение, да. И очень много евреев были врачи, но их старались буквально уничтожить, честно говоря. Медицина, между прочим, тогда была на высоком уровне, но врачей, да. А как 5-я графа лично вас трогала? Ну, конечно, это 5-я графа для всех евреев. Меня лично, я же говорю, я просто пошла, я в техникум, было легче тогда поступить, в университет было тяжелее. Но потом что было в Союзе тогда, когда я кончала, они отправляли на работу в те места, где нужны были специалисты. Нам не приходилось искать работу. А вот поколение моей дочери уже этого не было. И лично меня, я работала на заводе, пошла работать на завод в Кишиневе, когда мы переехали, я вышла замуж, потому что тот завод делал вот эти коробочки дома, строили на эти плиты, и они получали 10% от каждого сданного дома. Так я скорее могла получить квартиру. А так стояли в очереди по 20 лет, чтобы получить квартиру. Я стояла 7 лет в очереди всего, потому что я пошла туда работать. И мы получили однобедрум. Это было счастье. Otherwise были студия, только комната одна и все, да. И
А потом пятая графа, со мной были сотрудники, я не похожа на еврейку, так все говорили там. А когда она узнала, что я еврейка, я говорю, ну хорошо, чем я изменилась? Что ты меня уже не так уважаешь, когда... Я разве изменилась? Только потому, что написано, что я еврейка, я уже не такая? Вот такое было. Конечно, государственное дело врачей и пятая графа, это какой антисемитизм да. на государственном уровне. Вы начали нам говорить о том, что это как бы на обычном уровне. На обычном уровне, да. Были еще случаи тогда? Конечно, конечно. Опишите, пожалуйста. У нас, например, был случай, что я когда ушла с завода, после того, что я получила квартиру, я еще поработала, и дочке надо было в школу, и очень далеко жила, надо было 3 автобуса брать. Так я ушла работать в другое место, где было ближе к дому. И там было место, им нужен был бухгалтер. Но когда я пришла на интервью, так он сказал, мы вам дадим знать. Мы вам дадим знать. И они меня не приняли. Я потом устроилась в другом месте, тоже ближе к дому, но я, нашла работу. Но вообще эта пятая графа везде была, как черное пятно на тебе. После войны вы когда-то стали членом компартии? Ой, у нас было так, что ты пионер, когда ты до 12 или 13, я уже не помню. Потом ты комсомолец, а потом ты, может быть, в этой партии коммунистической, так сказать. Да. И мы не имели религию соблюдать, мы не могли. Было запрещено. И вот на Йом-Кипур там в одном доме собирались люди, которые молились целый день, находили Йом-Кипур. И моя мама тоже ходила туда. И мы ходили ее встретить, потому что она целый день не ела, что, знаете, человек не молодой, чтобы ее взять домой, чтобы она сама не ездила автобусом. Так мы должны были стоять 2-3 квартала от этого дома, чтобы нас не видели. Полиция стояла вокруг и смотрела, кто из молодежи принимает участие в этом. Да. В 1948 году доходили до вас новости о том, что есть такая новая страна Израиль? Мы знали об Израиле, мы слышали, будем так говорить, мы слышали об Израиле. Но у нас, когда было движение вот с врачами, и когда это все, так сказали, что все евреи должны переехать, было такое место Биробиджан в Союзе. И там, что ехать в Израиль не разрешали. Если вы хотите выехать, едьте в Биробиджан. Но туда никто не хотел ехать, потому что там климатические условия ужасные. И да, и больше никуда не могли деваться практически. А вот когда уже это, как говорится, Iron Curtain, когда открыл, и все, кто мог и кто получил разрешение выехать, постарались как быстрее, как только можно быстрее оттуда вырваться. Но это было нелегко. Они тебя, евреев, не хотят и ненавидят, но выпускать тоже не хотят. И они очень многим отказывали.
Мы ждали полгода разрешения. Нам повезло, а вот нашим друзьям нет. Им отказывали несколько раз, неизвестно по какой причине. Просто отказывали. Да. Это было в каком году, когда вы Это начали? мы выехали в 80-м году. Пожалуйста, опишите подробно, как этот процесс эмиграции получился для вас. У нас, значит, мы, когда подали на выезд, и нам, я же говорю, мы должны были сдать квартиру, отремонтировать ее и сдать. Мы должны были отказаться от гражданства, заплатить за это. Мы должны были заплатить за наше обучение, потому что там было бесплатно. Это, я не знаю, как сейчас, но обучение было бесплатно, мы не платили. Мы должны были за это уплатить. И мы были счастливыми, что нам разрешили, нам дали разрешение выехать. И мы, когда выехали, мы выехали в Вену сначала. И там была организация ХИАС, еврейская организация ХИАС, которая организовывала и оплачивала проезд практически, потому что, например, на нашу семью нам поменяли $382. И все, больше мы ничего не имели. Из Вены, в Вене мы находились 4 дня. Из Вены нас отправили в Италию. И кто ехал прямо в Израиль, они прямо из Вены ехали в Израиль. А кто хотел повернуть, многие в Австралию, Новую Зеландию, но большинство в Америку ехали. Так нас отправили в Италию, где лично мы находились там 6 недель, пока какая еврейская организация принимала евреев. И вот эта организация ХИАС нас практически содержала, нам давали на питание какие-то деньги и оплачивали квартплату, они давали деньги нам. Но мы должны, и за билеты оплатили, но мы должны были вернуть за билеты. Остальное, по-моему, нет, но за билеты мы должны были вернуть. Так мы выплачивали, когда мы приехали, Кливлендская еврейская федерация взяла с нами много семей приехали в Кливленд. Некоторые в Нью-Йорке, некоторые в Лос-Анджелес, где какая еврейская организация принимала. Вот. А мы попали в Кливленд. Когда вы эмигрировали из Советского Союза, в какие страны можно было эмигрировать? Я думаю, что можно было в любую страну ехать, кто хотел. Но выезжали мы по израильской визе. Мой дядя покойный, сын которого сейчас там живет, они нам прислали визу. И мы по их визе мы должны вообще бы поехать в Израиль. Но мы решили поехать в Америку. Правда, нас уговаривали, чтобы ехали все в Израиль. Но очень многие повернули в Америку, в Австралию, Новую Зеландию, еще другие страны. Да. Но... А что повлияло на ваше решение поехать? Поехать, да. Решение, потому что моя дочка еще в Союзе встретилась с парнем, она была в очень хороших отношениях. И там была такая любовь, так сказать. И они выехали раньше нас, и они переписывались, поддерживали отношения. И мы решили поехать сюда, в Америку. Мы случайно попали в Кливленд. Мы могли попасть в другой, но получилось, что мы попали в Кливленд. Но отношения у них не сложились, как может быть, рассчитывали. Да, но вот таким путем мы попали в Кливленд. Повернули в Америку, да. В Вене
вот эти некоторые дни, которые вы были в Австрии, по дороге Да. в Италию. Какие были ваши первые впечатления Запада? Там было, мы жили в какой-то гостинице, комнатке там было, и нам очень Вена понравилась, очень, да. Очень хорошо относились люди ко всем иммигрантам, очень хорошо относились, да. И там один мужчина жил рядом с нами в комнате. Он ждал ехать в Австралию почти целый год. Не все страны так быстро принимали людей. Америка быстрее принимала. Может быть, потому что Еврейская Федерация более крупная и более, знаете, и распределяли людей, где есть еврейские комьюнитис, чтобы принять, и да. И они 3 месяца платили нам квартплату безвозмездно и давали нам 3 месяца деньги на питание и пытались устраивать нас на работу. Находили нам работу. Да. А до Америки, в Италии, вы были в Ладисполе? И, по-моему, я не помню точно, но не в Риме, но я не помню точно город, я не помню название, да. Что вы помните об Италии? Ну, мы только сидели и ждали, когда нас кто-то возьмет. И там, конечно, некоторые привозили, кое-что продавали, чтобы иметь, как-то существовать. Вот. Мы особенно ничего не имели, чтобы продавать, мы не ходили на это. Но мы каждую неделю мы ходили отмечаться, посмотреть, или какая-то еврейская община, куда нас возьмет. И много кто раньше приехал, они раньше выехали, кого когда взяли. А мы находились 6 недель там, пока нас наконец кто-то, Кливлендская еврейская федерация приняла. Несколько семей одновременно с нами приехали в Кливленд. А какие были ваши первые впечатления Кливленда? Ну, языка никакого не было. Мы не знали английский, ничего. Очень люди были очень вежливо к нам относились. Они понимали, что мы не знаем языка, и старались нас понять как-то что-то. И очень... У меня вообще такое впечатление, что Америка прекрасная страна. И люди очень доброжелательно встречают эмигрантов. Конечно, это такие, которые приезжаешь работать, хочешь контрибьютить этой стране, а не просто пользоваться. И я просто благодарна, что Америка нас приняла, и что мы могли жить, и что моя дочка могла приобрести специальность и потом свой бизнес иметь. И это только в Америке может быть. Я очень благодарна Америке, что она нам дала такую возможность. Опишите нам немножко о вашей жизни в Америке. Жизни в Америке? Ну, значит, мы когда приехали, меня устроили на фабрику, там делали свитера. Я там 3 месяца поработала, это была сезонная, наверное, работа, я не знаю, он уволил много людей. Моего мужа устроили на завод, где делали краны, и он там делал эти детали, чтобы собрать эти краны. А моя дочка пошла тоже в какой-то, где они собирали книги, готовили к школе. Мы
приехали в Америку 20 мая 80-го года и уже готовили книги для следующего учебного года. Она работала в этом шапе. А потом, после того, что я на этой фабрике 3 месяца, там, конечно, каторга была, условия были ужасные, ужасные. Это такие условия были, как мы в Союзе нас учили о капитализме, как капитализм выжимает все из этого. Вот такие были условия. Но потом я работала на другой фабрике, делала эти абажуры для ламп, абажуры. Вот. И там были нормальные условия. Оноры были поляки, польского происхождения, люди, вся семья там работала. Очень доброжелательно относились, очень. А потом я работала, я уже ушла, там было такой не очень приятный район туда ехать. Но другого не было. А потом мне приятельница помогла устроиться, я работала уже очень близко вот отсюда, где я живу, в ортодонтической лаборатории. Они делали эти зубные, трейнеры зубные, я не знаю, да. Я там работала у них несколько лет. И потом я немножко язык освоила, и я нашла работу по специальности, бухгалтером работала. Вот много лет. Я проработала в одной компании почти 10 лет, и там хозяин были евреи. И он тоже был, его отец был тоже где-то из прибалтийских, из Прибалтики где-то он был. Так они, конечно, к нам очень хорошо относились. А потом я почти 10 лет там проработала, а потом меня просто дал другая компания. Он меня знал по этой работе, и он мне предложил больше денег, и я ушла работать к нему. Это компания траков, которые развозили металл в основном для автомобильной промышленности. И я там проработала 25 лет, пока я ушла на пенсию в 2021 году. Спасибо. А как вы говорили нам немножко о вашем отце после войны? Что было с ним? Он эмигрировал с вами в Америку? Нет, он умер, у меня мама умерла в 1987 году, а он умер в 89-м в Кишиневе. Да, моя сестра выехала в Израиль в 90-м году. Вот. Он был, из-за того, что он был у него были проблемы здоровья. И этот алкоголизм его просто полностью его дошел до такого состояния, что он был практически только водку, причем прямо из бутылки, и это все, да. Жизни у нас отца практически не было. А как мама ваша справилась с этим? Ей было нелегко сказать это. Вот. И мы все время говорили, я говорю, мама, зачем тебе все это терпеть? Зачем это нужно? И мы еще девочки, так старшая сестра и я, мы как-то старались избегать, уходить. А мой младший брат, как парень, он больше к отцу, знаете, и он очень часто его избивал, очень часто избивал. Мы-то убегали, а он мальчишка, больше как-то к отцу был привязан. И он был нехорошим отцом, он не был отцом, практически не был.
Ну и тогда, и в Союзе вообще никто не керал ни о чем. Не было, что были какие-то консалтинг, что были какие-то комьюнити, чтобы могли с такими людьми работать, чтобы как-то им помочь. Этого всего не было. И алкоголь было его все занятие, релиф от того, что он прошел во время войны. В какой-то степени его обвинять нельзя, потому что то, что он делал, это не объяснить. Не объяснить. И я говорю, он никогда немного не говорил о войне. Единственное, что он сказал, что вот он делал, рыли канавы и закапывали евреев живыми. А это делать можно тронуться умом. Да, так что у него физически, он был крепкий мужчина, высокий, крепкий, он был интересный такой. Но война его убила. Все, что в нем было, человечество. Так что он остался, он не эмигрировал с вами? Не, он же, да, они, ни мама, ни отец, ни сестра с нами не эмигрировали. Мы поехали как бы как пионеры проложить путь с расчетом, что потом они приедут к нам. Но так они не получили разрешения на выезд. Потому что в Союзе что им мешало? Пенсионерка мама уже, и он был пенсионер, возраст такого. Зачем им нужны? Они не получили разрешения на выезд, и они уже потом, да. Вы получаете компенсацию от немецкого правительства или других организаций? Я получаю вот с Claims Conference, что мы получаем эту пенсию from Germany, Германии, квартальную сумму, каждый квартал, ну, в зависимости разные суммы, разные кварталы, разные суммы. Это хотя бы какая-то контрибуция к тому, что они натворили. Деньги, то, что они сделали, но это хотя бы что-то, что они признали, что они обязаны. То, что они натворили по отношению к евреям, хотя бы какая-то компенсация. Хотя бы какая-то, да. Вы говорили о том, что у вас не было сертификата рождения, поскольку архивы были сожжены. Да. Это было трудно оформить процесс компенсации? Ой, это было очень тяжело. И моя сестра еще была, когда в Кишиневе, она поехала в Дзыговку и поехала в сельсовет, и нам дали такие справки. Я не знаю, на чем это было основано, потому что архивов не было, но нам дали справки, что мы родились в Дзыговке в таком-то году. Наверное, просто потому, что мы так сказали, я не знаю. Но нам дали, у меня эта справка до сих пор есть, что вот на этом основании, и когда мы послали в Германию эти документы, вот эту справку, Германия же знала, что они натворили. Они знали, что село Дзыговка было практически гетто, и поэтому признали этот документ, и поэтому на этом основании нам стали выплачивать пенсию. Мне и сестре, да. После войны вы можете сравнивать, как вы соблюдали еврейские традиции в Советском Союзе и в Америке? Никакого сравнения. Небо и земля. Там ты старался изменять свое отчество, чтобы тебя не называли Мария Шлемовна, а Мария Семеновна, чтобы только ты не чувствовала себя, да. А здесь антисемитизм был, есть и будет. Но в Америке,
Ты хоть имеешь какой-то... Ты не боишься быть тем, кто ты есть. Да, антисемитизм есть, и он будет, он никогда не исчезнет. Но ты хотя бы не боишься сказать, что ты еврей. И это большое дело. Это просто счастье, что ты можешь жить в стране, где ты можешь сказать, кто ты на самом деле есть. А каково ваше впечатление об антисемитизме в мире сегодня? Где? В мире сегодня. Каково Сегодня ваше впечатление? намного хуже, чем было, намного хуже. К сожалению, намного хуже. Но опять-таки, все-таки ты можешь открыто сказать, можно бороться открыто, студенты могли бороться, и тебя не пресекают, потому что ты еврей, пойти заниматься, если ты можешь куда пойти, в университет или где. Все-таки это страна, в которой любая национальность может жить. И это страна иммигрантов. Так что тут много разных национальностей, и включая евреев. И это большое счастье для евреев, я считаю. Каковы ваши впечатления о войне в Газе сейчас, в Израиле? Как это вам? Что мое впечатление такое? То, что сделал Хамас, это Холокост. И, безусловно, выхода у Израиля не было. То, что погибает невинное население, дети, это не потому, что Израиль убивает, а потому, что Хамас их убивает. Потому что они находятся среди населения, они строят эти свои подземные под госпиталями, под школами. Так кто убивает их? Не Израиль убивает, а Хамас убивает. У Израиля выхода нет. Я понимаю, Палестина должна иметь свою страну, правильно, но чтобы не Хамас командовал и руководил, а чтобы они сами, а не террористическая группа, которая делает вот такое вот. Поскольку вы родом из Украины, что вы думаете о войне сейчас там? Там ничего хорошего. Но, честно говоря, это неправильное мнение. Но очень много украинцев были предателями во время войны. Конечно, не это поколение, но, знаете, какой-то осадок неприятный есть. Все равно неприятный осадок есть. Это неправильно сказать, что они сейчас рассчитываются за то, что кто-то делал. Это неправильно. Но это было несчастье тогда. Они были предатели. Очень много евреев погибло, потому что они вот так ходили. К сожалению, но это так было. Что бы вы хотели пожелать будущим поколениям? Я бы хотела, чтобы больше никогда не было никакой войны, чтобы не было ненависти между национальностями, чтобы люди могли жить в мире и работать, и жить, и успевать, особенно в Америке, когда ты можешь абсолютно всего добиться, что ты хочешь трудом, честным трудом, ты можешь достичь того, что ты хочешь. И вот это я бы пожелала, что был мир во всем мире, а в этой стране особенно. Это страна, которая дает возможность всем, кто бы ты ни был, как бы, если ты работаешь и честным трудом можешь себе добиться, достичь
чего ты хочешь. Вот это мое пожелание. Хочу видеть, что мои внуки и правнуки жили в мирном. Здесь очень много смешанных браков. Значит, можно жить вместе. Можно. Только надо это хотеть, и надо, чтобы не было террористических групп, которые стараются все это испортить. Есть еще что-нибудь, что вы бы хотели добавить? Я думаю, что бы я хотела добавить, это видеть мир во всем мире. Вот это я хочу, чтобы был мир во всем мире. Это мое желание для абсолютно всех. Мир во всем мире. Maria Shleomovna, thank you so much for this interview. Sure. It was Thank my you. pleasure. It was my pleasure to meet you. I wish I would meet you in person, but that is good enough to meet you and to have that opportunity to tell my story and the story of my family that I'm very grateful for. Thank you so much. Thank you. Maria, please tell us who is in that first photograph. That is the photograph of my cousin, my sister, and my mother. And what is your cousin's name? It's Busia. My sister is Raya, and my mother is Shandel, and I am there. Yeah. And your cousin Busia, what is her last name? Her last name was Mirenburg, because she is my uncle's daughter, which my mother's brother. Her maiden name is Mirenburg. She's married, and I don't know her marriage name. Sorry. And when and where was that photo taken? That was taken in Kishinev. I don't remember the year. I don't know if I put on the back of the picture, but I don't remember the year. Approximately? Maybe the 56, 57, maybe approximately, yeah. After the war? Oh, yeah. Thank you. Sure. Please tell us about the next photo. This is I and my sister. And I don't remember, but this was probably already in the late 50s or late 50s. Yeah. And would this have been in Soroki or Kishinev? This is in Kishinev. In Kishinev, yeah. Thank you. Sure. And tell us who is in this photo. This is my daughter, and she was born in 1961, and here she is 13 years old, maybe, so it's in the 70s, yeah. Thank you. Sure. And please tell us about this photo. This is my late husband, and this picture was taken where he was working in Kishinev, and he was put on doska почета. I don't know how to say, but но вы понимаете, да? Yeah, it's like a thing of honor. Oh, right. That's the picture of him at that time. Yeah. And roughly how old would he have been? I don't remember when it was taken. I don't know. Maybe on the back is something written of that picture. I don't know if there is the year. I don't know. Okay. But obviously before emigration. Oh, yeah. Much before. Yeah, much before that. Yeah. Thank you. Sure.
And who is in this photograph? This is I and my husband at our friend's daughter's wedding, our neighbor daughter's wedding. And I don't remember the year, but was before the immigration, probably maybe 75, something like that. Yeah. In which city? It was in Kishinev. That was all in Kishinev already, yes. Thank you. Sure. And who are in the two people in these photographs? These are two of my granddaughters, Alexandra and Jaina. And of course, they were born here in the United States. Jaina just turned 35 January 16, and Sasha is going to be 33 July 14 of this year. And Alexandra is a veterinarian, and Jaina is a hairstylist. And I have a great grandson, Noah, who is 14 months old. I don't have a picture, I have just on the phone. Congratulations. Thank you, thank you. Do you have any, before we finish, any final last words or thoughts? I think I said my last. I wish a peaceful all over the world, so all the people can live in peace and quiet. That would be the best wish of mine. And most of the people are really nice, which we don't hear about. We hear about just the killers, the bad people. Otherwise, most of the people are really very nice, very nice. So I am grateful. I met so many people, they're all nice here in the States. Yes. Maria, thank you so much for your interview today. Thank you. It's been a pleasure listening to you. Thank you. It's a pleasure to meet you, even on the screen. It was my pleasure to meet you, and thank you. And I'm grateful for you taking it, so I was able to tell my story in my family. So I'm grateful. Thank you very much. Thank you. Sure.